экспедиции отдохнуть. И вместе они едут в горы и дружат с этим горийским князем, где, как говорится, известно, родился Сталин. И когда рождается Сталин, Пржевальский уезжает в экспедицию, я нахожу письмо, последнее письмо Пржевальского, где написано, что вот я тебя очень прошу, что если произойдут известные тебе события в горе, то ты должен будешь помогать до конца своей жизни, потому что у меня уже средств не будет. И было ясно, что мой прадед Иван Иванович Степницкий должен был помогать родившемуся тогда незаконнорожденному сыну Пржевальского деньгами. И действительно, он в бассейне 96-го года помогает матери и Иосифу Виссарионовичу деньгами. И когда кончается, тот вынужден уйти, совпадает год в год, смерть моего прадеда и уход из семинарии Сталина. То есть уже больше он денег не имел. И это был, пожалуй, самый серьезный шаг во всей этой истории, потому что умирает мой дед, и он передает только моему отцу через мать. Мать должна сказать отцу, что вот они помогали. Но чтобы это никому не было рассказано. Только через много-много лет я докапываюсь до этой истории, что, оказывается, наша семья все детство помогала Сталину после смерти Пржевальского деньгами. Все-таки это шанс большой, что он это знал. 100%. Да? Он знал это, да, он знал это, что он сын, он знал, что Степницкий помогал деньгами, и он защищал отца именно поэтому, а не после из-за уважения к науке, да? Уважения к науке. Сколько людей, Вавилов, таких гениальных людей он угробил. Ну неужели он правда сын Пржевальского? Да, ну там один к одному. Мало того, вот когда мы с отцом обсуждали этот вопрос, он мне говорит, ты после моей смерти все это публикуешь. Но до смерти не смею. Значит, что? До смерти Пржевальского классический образец грузина, бородатый, усатый, восточный, ну, как сейчас, Бен Ладен, вот все это. Стоит появиться Сталину, исчезает борода, появляются усы, и он себя делает зачес абсолютно похожим под Пржевальского. Посмотрите. У меня сейчас нет с собой документов, где фотографии рядом абсолютно похожие лица. Да у нас в прихожей. Нет, слушайте, дальше. Дальше будет вообще такая будет история, что ты не ожидаешь совершенно. Я понимаю, что это надо доказать, я не могу. И вот на Дальнем Востоке, очередное сажаю с Ломакиным, я получаю второй инфаркт. И меня кладут в больницу подмосковную Кремлевку, как мы были все, ходили под Кремлевкой, кладут в больницу Русское поле. Я оказываюсь в соседней палате с Борисом Полевым, очень известным нашим. Ну, я говорю, там все было сплошное счастье. И вот Борис Полевой потрясающий рассказчик. Он мне рассказывает такие вещи, но я просто ахал все. И мне когда-то хотелось чем-то хотя бы его удивить. И я ему рассказал вот эту историю о нашей родственности через Пржевальского, как им помогать и так далее. Не может быть. Ты знаешь, у нас сейчас в больнице лежит известный наш режиссер Юркевич, который делал фильм о Пржевальском. Пойдем расскажем ему это все. И мы отправляемся в роскошный люкс трехкомнатный, в котором находится Светкевич. И я рассказываю Светкевичу. Светкевич слушает меня и говорит, знаешь что? Он сразу приходит за мной, ты говорит, одну вещь скажи. Пока я не умру, ты никому не расскажешь то, что я вот тебе сейчас и скажу о том, что я знаю. В 1947 году меня вызвал Маленков и сказал,
Мы очень уважаем вашу работу как художника, но хотим предложить вам режиссерскую работу. Вы должны сделать фильм о Пржевальском. То есть ЦК вызывает человек, говорит, сделать фильм Пржевальском. Все деньги, отпущенные Мосфильму, не беспокойтесь. Но подумайте, может у вас возникнет противоречие, мы ждем ваш ответ через 3 дня. Ну, через 2 дня Юткевич позвонил и сказал, будет сделано. Он приезжает в Мосфильм говорит, все в вашем распоряжении. Люди, сколько нужно. Он едет, начинает, прежде всего он пишет сценарий. Показывает сценарий Маленкову, он говорит, мы спокойны, что сценарий будет такой, как нужно. И мы его даже читать не будем. И начинаются дальше съемки. Ну, съемки на стиль, надо вести съемки. И определяется всей съемочной группы, это около 100 человек, большая съемочная группа, раздутая по тем временам до предела. Они прилетают в Пекин, останавливаются, дальше надо снимать в Монголии, знаете, где были. Кто видел фильм Пржевальский, знает, где снимались фильмы. Когда они останавливаются там, день идет 5, 10, 20, им не дают ни транспорт, ничего. И вдруг в прессе начинается буквально травля их о том, что Пржевальский шпион русского империализма, что это вообще была фигура, которая шла на разрыв с русским страной и так далее. И тихо проявляет Пржевальского. Юткевич говорит, я не понимаю, зачем тогда. Я иду к Юдину, Юдин наш посол в Китае, и говорит, слушай, или я здесь, я должен уезжать. Я могу, конечно, снять это где-то там в Киргизии, но это будет неправдоподобно. Подожди, говорит, 1 день подожди. Видимо, Юдин пишет прямо Сталину, докладывает. Через день все меняет полностью. Поэтому Сталин сообщил Мао. Причем отца зажимаешь, да? Да. Не знаю, за отца как было сказано, но все изменилось. Юткевича был давно полк, самолеты, его доставляют туда-сюда, снимается весь фильм, все делается мгновенно, все делается по первому и последнему слову Юткевича. Ну, хорошо, кончился, все, смонтировали фильм. Маленков говорит, приезжай, покажи нам Кремль. Приезжает, для Кремля, оказывается, печатать специально плотные копии фильма, потому что там очень мощные, яркие проекторы, поэтому есть обычные, то будет очень белесый фильм. Это называлось кремлевская копия должна быть сделана. И вот он с кремлевской копией едет. Маленков и они садятся рядом, начинают смотреть этот фильм. Происходит весь фильм, вспыхивает свет, и сзади раздается знакомый голос. Хорошо. Я так и думал, что вы сделаете хороший фильм. У вас есть 2 ошибки. У вас есть 2 ошибки. Вы не показали, что Пржевальский открыл место будущего города Владивосток. Это было большое его достижение. Весь Владивосток был построен именно на месте в Золотом Роге, который открыл Пржевальский. Вот это прямо... Говорит СССР. Вот. И вторая ошибка. Покажите немножко природу Приморья, природу нашего Дальнего Востока. Это нужно сейчас в стране. Нет проблем. Через 2 дня он вылетает в Приморье, снимает Владивосток, там монтирует кадры возникновения, достает старые кадры. Приморье снимается, через 20 дней приводит аббат, монтирует, все. Нет, говорит, Сталин же смотреть не будет, он вам верит вполне. Смотрит Маленков, говорит, великолепный фильм, выпускает проект. Через 2 дня, не дожидаясь положенных 6 месяцев, ему дают сталинскую премию за этот фильм. Ну, он поражен. У него великолепная дальнейшая карьера. Юткевич становится нашим одним крупнейших режиссеров. Больше никогда. Значит, Пржевальский получает, соответственно, сталинскую премию. Вы все его видели. Я думаю, мы все помним этот фильм. Там все это сделано было. Ну, все-таки о родстве он так не догадывался, Юркевич. О родстве. Ну, как не догадывался? Вот когда я ему все рассказал, он говорит, теперь я понимаю, почему он так переживал, почему он так хотел. Одного из многих исследователей, да? Да. Он говорит, я до этого мог догадываться. Но вы мне рассказали то, что я никогда не знал.
Но он взял с меня слово, взял слово, что это будет никогда не сказать. Ну, действительно, мы все померли, прошло уже много времени, я написал на эту тему рассказ, он лежит у меня в столе, я все жду время, когда, наконец, я еще не опубликован. Не могу никак решиться опубликовать эту историю про... И действительно, вот у нас стоит этот самый бюст, знаете, на факультете. Да. Один к одному же. Нет, конечно. Сталин очень стремился быть похожим на него. И поэтому он все, прическу, усы. Да даже форму, гимнастион. Да, все он делал под Пржевальского, а не наоборот. Понимаете? Вот я слышал, может, ему просто хотелось, чтобы он был его... Нет, Галя, вот послушай еще вот. Тут Андрей Петрович. Я сказал, что я знаю. Доказательств у меня нету. Если у вас есть другие доказательства, ради Бога, изложите мне их. Я бы сказал все, что было. Было между Пржевальским, между Иосифом Виссарионовичем, между прочими. Внешность – немаловажная вещь. Что они похожи друг на друга потрясающе. Что он хотел быть похожим на Пржевальского очень. Существует гипотеза, что он сын осетинского князя, что он сын еще. Там масса гипотез есть и так далее. Но вот единственное, я выдвигаю гипотезу, что он сын Пржевальского. Что это могло быть? Да. Они были в одно время с моим дедом в горе? Да. Что он поручал моему деду обеспечивать финансово, потому что он был генерал-лейтенант, достаточно сильный человек, эту семью Галицкую, да. Что вам еще нужно, как говорят? Ну, много это. Что? Уже много. Уже с доказательств. Косвенно. Прямо прямых подпись. Я ДНК мы сейчас еще проверим. Кстати, может быть отверить. Но для этого я должен все-таки написать всю эту историю. И если желание кого-то разобраться. Андрей Петрович, вот я могу дать один, ну не факт, может быть, так вот, тоже со слов. У меня первая жена была, она была внучка двоюродной сестры Сталина. В свое время эта дама была сослана Сталином в Мукачево. Ну, за длинный язык, я как понимаю. И вот как-то у них были дома скандалы, и моя жена, Надя, уже она старше меня намного была, в общем, она помнит их. И как-то зашел разговор о Сталине, она говорит, какой он грузин? Он говорит, полукровка, и вообще жена его Б. Не жена, мать его Б. Говорит, она говорит, вот типа с русским заезжим там, говорит, каким-то географом, говорит, спуталась. Вот такой. Домашний разговор. Да, домашний разговор. Это жена генерала КГБ, да? Прокуратуры. Ну, понимаете, я же не могу это рассказывать. Нет, вот такой вот она мне жена рассказывала. Вот такая бабуся выдала, говорит, про своего двоюродного братца. Что это подтверждает только. Вы понимаете, я проверял остальные, мне просто было интересно. Я осетинскую теорию проверял, и другие проверял теории. Это имеет слишком много за. Вопрос. Вот моя. А те слишком много против. Ну что ж, может быть, где-то я ошибаюсь. Может быть, внешность фактически подтверждает. История моей семьи подтверждает. Сохранение отца от всех нападок и так далее подтверждает. Я вам сказал все в объеме. Все служит одно другому. Одно следует за другим. Поэтому у меня нет никаких оснований не верить тому, что случилось в нашей семье за эти годы. Вот. И то, что Сталин никогда не расправлялся с отцом, просто была благодарность за то, что наша семья поддержала их семью. Уж надо полагать, что у него были полнейшие данные о своем происхождении. На Кавказе это святое, да. А может, все-таки где-то потом я еду в географическое общество и поднимаю все архивы Пржевальского. И все прочищены. Я ничего не могу найти. Кавказский период все изъято. Который так или иначе может быть в какое время он был, в каком месте. Да, в каком месте. Все прочищено. Казалось бы, зачем это надо было? Я говорю, как, почему? А мы не знаем. То есть кто-то приезжал, и кто-то прочистил архивы. То есть, понимаете? Интересно, это или уничтожено, или лежит до поры до времени? Я думаю, что это где-то лежит в архиве. Сверхсекретно. Сейчас
Понимаете, он, с одной стороны, ему хотелось быть, Ну да, да. а с другой стороны, он Имидж, понимал, да, что конечно. Ну, вот это разлад- Грузия, нарушение грузинских Ну, да там потерь. вообще полукровка, это вообще Да, плевок же, да. все это тоже ему не хотелось. Конечно. Ну, где-то вот, создать фильм Ну, о отец его есть отце. отец, Представляете, но- он приглашает Титкевича, и тот делает великолепный фильм о его отце, делает все замечания выполняет. Но нигде вы прямо не увидите, что это фильм о его отце. Знаете, с одной стороны, ему хочется поднять своего отца, а с другой он боится, что опять свяжут все фамилией. То есть, понимаете, вот здесь чувствуешь какую-то связь и противоречивость его поведения. Я просто сказал одну из гипотез. Вы можете верить, не верить ей. Вот. Но это очень интересно. Отец, когда, в общем, я все это вскопал, сказал, пожалуй, ты прав. И тогда сказал вот мне об том, что семья всегда поддерживала финансово эту группу в горе. Мы не знали никого, кому деньги переводились в горе. Это единственная была тайна. Я не могу вам сказать, что это прям переводилось в семье Сталина. Но деньги приводились регулярно. Это отцу было сказано. Но в 96 году прошлого века это прекратили. А если вы посмотрите, то увидите, это как раз момент его ухода из гимназии. В общем, можно много спорить на это, можно доказывать другие версии. Ну, мне чем-то эта версия интересна. Но эта версия тоже, ведь помимо вас, она, в общем-то, встречается. Да. Значит, кто-то Да, это самое... конечно, многие считают, что Пржевальский похож. Да, Но я кто-то единственный, кто по встречается. семье копал, понимаете? Мне интересно было, насколько это подтвердится. Все подтвердилось.